Когда родители Аниты узнали, что у их дочери есть какие-то действительно странные домашние животные, они были шокированы и напуганы. Но то, что они сделали дальше, было поистине невероятным проявлением любви. У Аниты был секрет, и она никому не рассказывала. Если бы хоть один человек узнал об этом, ее совершенно секретные друзья оказались бы в опасности. Однако она была на 100% уверена, что никто не узнает от нее правду, и не только потому, что она очень серьезно относилась к секретности. Нет, ей можно было доверять, потому что она не могла говорить. Когда она шла в лес, в ее голове проносились тревожные мысли. Анита волновалась из-за визита своих родителей. Они должны были приехать через 2 дня. Они снова и снова спрашивали ее, почему она молчит, и подвергали сомнению заботу своих бабушки и дедушки. Они говорили ей, что ей нужно вернуться домой, учиться в престижной школе и однажды унаследовать бизнес-империю своего отца, потому что жизнь в лесу не была настоящей мечтой. Но ей претила мысль о возвращении в Сиэтл. Она думала о том, как убедить их позволить ей остаться, но в ее маленьком мозгу царил сумбур. Прогуливаясь, она увидела 2 оленей, кроликов и птиц, но это были не те животные, которых она искала. Она ждала, когда к ней присоединятся ее тайные друзья. Они узнают, что она в лесу, и достаточно скоро присоединятся к ней. Анита знала, что ей нужно только набраться терпения. Первый волк вышел из тени некоторое время спустя. Ее голова была опущена, и она покачала ею из стороны в сторону в знак приветствия. Анита была в приподнятом настроении и раскинула руки, чтобы показать волку, как она рада ее видеть. Затем появились еще 3 волка. Молодые животные подняли вокруг нее шум, принюхиваясь к ее генам и прыгая вокруг сумасшедшими кругами. Вместе эта необычная банда направилась глубже в лес. Анита шла своим обычным неторопливым шагом, наблюдая за всем вокруг, упиваясь спокойствием леса. Она подружилась с 4 волками, когда ей было 9. Во время прогулки по лесу она наткнулась на волчонка. Любопытный и игривый, волчонок умудрился застрять в норе сурка. Он плакал и пытался освободиться, но безрезультатно. В конце концов, Анита просто вытащила волчонка, и они сразу же подружились. Прогулки по лесу со своими лучшими друзьями — это все, чего Анита действительно хотела от этой жизни. Она улыбнулась не для того, чтобы с кем-то пообщаться, а просто потому, что больше ничего не могла сделать. Она была счастлива. 2 дня спустя приехали родители Аниты, и ее жизнь перевернулась с ног на голову. Они были людьми правил, и внезапно все должно было быть именно так. Вечером дедушка предложил Аните прогуляться с родителями по лесу, который она так любила. Она могла бы рассказать им о разных птицах и показать некоторых тварей, обитающих вокруг их дома. Поначалу Аниту эта мысль не взволновала. Леса были ее владениями, и она не была уверена, что хочет делиться этим с кем-либо, меньше всего с родителями. В конце концов, они были горожанами. В их доме паук в ванне мог вызвать столпотворение. Но на следующее утро Анита отправилась в лес со своими родителями на буксире. С самого начала было ясно, что они вышли из зоны комфорта. Когда Анита поймала лягушку в камышах рядом с ручьем и принесла ее показать маме с папой, их реакция была предсказуемой. «Положи это на место, Анита», — строго сказала ее мама. «Там грязно, и вы не знаете, где это было». Тем не менее, она показывала на птиц, когда видела их, или дотрагивалась до уха, чтобы показать родителям, что нужно прислушиваться к их крикам. По-своему, она еще раз попыталась помочь им понять, почему ей здесь так нравится. И вот это случилось. Она надеялась, что у волков хватит здравого смысла не показываться, пока она была здесь, в лесу, с незнакомцами. Но они это сделали, и это вызвало непредвиденный хаос. Анита и ее родители были на небольшой поляне, когда это произошло. Она знала о них по крайней мере за 10 минут до того, как ее мать заметила первого волка. Почти в тот момент, когда она начала кричать, ее отец заметил еще 2, а затем ее мать заметила 4. Теперь оба родителя были почти в истерике. Анита всплеснула руками. Она энергично замотала головой и потянула их обоих за руки. Затем она поднесла палец к губам и показала, что им всем следует сесть. Ни ее маме, ни папе это не понравилось.
Анита все равно села. Затем из тени вышел первый волк, его пристальный взгляд был прикован к родителям Аниты. Второй появился с другой стороны. Затем на поляну вышли двое последних. И снова, замысловатым движением рук, Анита указала своим родителям сесть. Самый младший волк, детеныш, которому Анита помогла выбраться из норы сурка, подскочил к ней. Он запрыгнул ей на спину, перекатился через плечо и оказался у нее на коленях. Ее родители сделали движение, чтобы броситься к ней, но она остановила их одним пальцем. Видя, что взрослые люди неохотно делают шаг, и понимая, что они не будут проблемой для стаи, взрослые волки обошли вокруг и просто улеглись. Это было так, как если бы Анита была каким-нибудь великим египетским фараоном, а волки были ее подданными, готовыми выполнить любой ее каприз. Вот тогда Анита сказала так строго, как только могла своим 10-летним голосом: «Они мои друзья. Они не причинят нам вреда». Родители Аниты были ошеломлены. На мгновение волки были забыты. «Дорогая, ты заговорила», — сказала ее мать, взяв лицо Аниты в свои ладони. Кто-то мог бы сказать, что это был второй секрет Аниты. Правда заключалась в том, что она прекрасно умела говорить, но просто не хотела. В конце концов, ее настоящим друзьям не нужны были слова, чтобы понять, что она чувствовала или чего хотела. И именно поэтому лес был для нее идеальным местом, в отличие от шумного, хаотичного города, такого как Сиэтл. Анита отчаянно надеялась, что ее родители поймут и решат позволить ей остаться с бабушкой и дедушкой. Ее отец взял Аниту и ее маму на руки и крепко прижал их обеих. Не говоря ни слова, маленькая девочка показала им сесть. На этот раз они так и сделали. Затем, один за другим, волки подошли к ней, немного потерлись носами и улеглись еще ближе к ней, чем раньше. В тот вечер, лежа в ванне, Анита навострила уши, чтобы послушать разговор ее родителей с бабушкой и дедушкой. «Она заговорила», — сказал ее отец, качая головой. «Ты знала, что она водится с волками в лесу?» — обвиняющим тоном спросила ее мать. Первым ответил ее дедушка. «Этот ребенок говорит с животными сердцем», — сказал он. «Ей не нужны слова. В здешних лесах нет ни одного существа, которое могло бы причинить ей вред. Она подружилась со стаей волков. Ну и что? Они дикие животные», — сказал ее отец. «Хищники. Никто не знает, что они будут делать в следующий момент. Вот тут вы ошибаетесь». Бабушка Аниты сказала Аните, что дикие существа так же предсказуемы, как твоя первая чашка кофе в Сиэтле каждое утро. Она понимает их, и они понимают ее. Это то, что нужно отпраздновать. «И как ты думаешь, почему она заговорила?» — спросил ее дедушка, приподняв бровь. «Это магия леса и диких существ, которые там обитают. Это дом Аниты. Там на нее никто не давит. Никто не говорит ей, что она должна говорить или действовать определенным образом». Отец Аниты, казалось, немного смягчился. «Я просто хочу знать, в безопасности ли она. Лес может быть опасным, а теперь еще и с волками». Ее дедушка мягко улыбнулся. «В этих лесах она в большей безопасности, чем могла бы быть в городе», — тихо сказал он. «И помни, если ты когда-нибудь будешь волноваться, думай о волках, как о ее телохранителях». «Телохранители», — задумчиво сказал ее отец. «Я думаю, на самом деле так они и выглядят. Ее телохранители». На следующий день родители Аниты сказали ей, что они поедут домой в Сиэтл одни. Они понимали, что лес — это ее место, и никогда не захотели бы разлучать ее с ее настоящими друзьями. Однако они также дали ей невероятное обещание. Они будут приезжать в гости каждые выходные и следовать за ней в лес, чтобы тоже сблизиться с волчьей стаей. Если бы они были ее семьей, то любили бы их так же сильно. И если однажды она решит бросить школу и стать смотрителем парка, они поддержат ее мечты. Но самое главное, они никогда больше не заставляли ее говорить. Она показала им, что любви не нужны слова, и что те, кто действительно любит нас, знают, о чем мы думаем, просто глядя нам в глаза. Какая прекрасная история. Как бы вы отреагировали, если бы обнаружили, что ваш ребенок общается с волками? Расскажите нам в комментариях ниже. На данный момент это все.
Увидимся в следующем видео.